Монсоро. Государыня, прошу высочайшего соизволения представить ко двору графиню Диану де Монсоро, дочь барона де Меридор, мою жену. Я очень рада за вас, милая. Как поживает ваш батюшка? Спасибо, хорошо, Ваше Величество. Он с гордостью вспоминает свою службу при дворе и, как всегда, предан Вашему Величеству. Я помню его заслуги. Гий Пати Дюфор, сеньор де Пибрак. Графиня де Монсоро, моя жена. Антуан де Роль, граф де Жаолен. Графиня де Монсоро, моя жена. Граф де Лебро, моя жена. Графиня де Монсоро, моя жена. Графиня де Монсоро, моя жена. Диана де Монсоро, моя жена. Графиня де Монсоро, моя жена. Диана де Монсоро, моя жена. Графиня де Монсоро, моя жена. Диана де Монсоро, моя жена. Графиня де Монсоро, моя жена. Диана де Монсоро, моя жена.
Господин граф, вас лихорадит. Это ты, Реми. Да, я ждал вас. А свидание с Гертрудой? Служанка, которая любит, стоит больше графини, которая не любит, Реми. Я не мог уйти. Я знал, что вы скоро вернетесь. Почему? Потому что там, где страдают, долго не задерживаются. Она не пожелала даже взглянуть на меня, Реми. Она ни разу не подняла на меня глаз. Но могла же она честно сказать: я благодарю вас за все, что вы для меня сделали, господин де Бюсси, но я вас не люблю. Нет. Она хочет, чтобы я ее любил. Чтобы я сходил с ума. Господин граф, нужно лечь в постель. Я действительно схожу с ума, Реми. Я безумец. Я схожу с ума из-за женщины, которая мной пренебрегает. Мной из-за кого? Из-за этого провинциального чучела, которое торчало в 2 шагах от нее. И тоже делал вид, что меня не замечает. Меня! Меня. Луи Клермона. Графа де Бюсси. Да стоит мне только захотеть. Стоит мне только захотеть, и я через 15 минут положу его под свои колени с рваной раной в груди. Стоит мне только захотеть, я залью ее белое платье его поганой кровью. Если я не могу заставить ее любить себя, я заставлю ее бояться и ненавидеть меня, Реми. Господин граф, господин граф, если вы не хотите, чтобы лихорадка окончательно убила вас, вам надо лечь в постель. Идемте. Идемте со мной. Идемте. Я вам приготовлю замечательные лекарства. Я убежден, это вам поможет. А потом я вам почитаю занимательную книгу. Там можно почерпнуть много полезнейших советов. Ведь вы же не хотите, чтобы лихорадка свалила вас на голову, правда? Поэтому лучше лечь сейчас, и все будет хорошо. Я тебя просто не узнаю. Изгнание обленились. Господа, секундочку внимания. Я хочу показать вам свой любимый удар. Его подарил мне один поляк, к сожалению. Его уже нет в живых. Господин Шомберг. Да, государь. Прошу вас. С удовольствием, Ваше Величество. Нападайте. Смелее, смелее. Еще. Повторяю, для таких, как Шико. Медленно. Следите, господа, как я буду сокращать дистанцию. И... Как неожиданно. Вот так, господа. Главное в этой жизни вовремя сократить дистанцию. Продолжайте. Филипп, Давай. давай попробуем, Жак. Господа, я, кажется, понял, в чем сила. Вот здесь. Да. При атаке в бедро, Государь. господа. Да, понятно. Прошу прощения, что отвлекаю вас, но дело особой важности заставляет меня обратиться к вам с просьбой. Я слушаю вас, господин де Крион. Я прошу, Ваше Величество, назначить на завтра Большой Королевский совет. Королевский совет?
А вам известно, что в Большой Королевский совет собирают в случае чрезвычайных обстоятельств? Государь, речь идет именно о таких обстоятельствах. Хорошо. Завтра в 10 часов утра Большой Королевский совет готов вас выслушать. Господин де Крион. Еще раз. И хоп. Неплохо. Что ты читал, Шико? Я читал главу из Гаргантюа и Пантагрюэля, которая не вошла в книгу из-за своей крайней непристойности. Обязательно дай мне ее почитать. Я обязательно дам тебе почитать ее, государь, когда найду подходящее время. Ты дружишь с дурной компанией, Генрих. Зачем приходил господин де Крион? Он просил моей аудиенции. Кстати, Шико, как ты думаешь, что он хочет нам сказать? Ты меня спрашиваешь об этом? Шико, Крион отвечает за нашу безопасность. Что ты говоришь? Ей-богу, не знал. В отличие от тебя, я уверен, что он хорошо осведомлен. Шомберг! Вращение энергичней. Подумать только, я бы мог спокойно читать Гаргантюа и Пантагрюэля, вместо того, чтобы выслушивать подобные глупости. Ты что, сомневаешься в его бдительности? Да, сомневаюсь, клянусь телом Христовым. И сомневаться в этом у меня есть свои причины. Арвиль, не оставляйте господина графа одного. А если он проснется, постарайтесь его развлечь. А если господин граф проснется и спросит о вас, что я должен буду ему сказать? Ну, скажите ему, что я пошел за лекарством от его болезни. Начальник королевской стражи, господин де Крион. Пусть войдет. Наконец-то, господин де Крион. Мы вас давно ожидаем. Как поживаете, господин де Крион? Благодарю вас, государь. Вся наша жизнь посвящена заботам о безопасности Вашего Величества и нашего королевства. Мы слушаем вас. Ваше Величество, я присутствую на Большом Королевском совете. Да. Здесь собрались самые верные мои друзья. Говорите. Государь, я намерен открыть Вашему Величеству весьма опасный заговор. Заговор? Да, заговор. Ну вот, очень кстати. Садитесь рядом, братец. Вы слышали, брат мой? Господин де Крион открыл заговор. Возможно ли это?
К сожалению, да, монсеньор. Мы слушаем вас, господин де Крион. Государь, я достаточное время слежу за поведением немногих недовольных. Немногих? Вы слишком скромны, господин де Крион. Да, немногих. Это лавочники, ремесленники, всякий сброд. Попадаются еще школяры, монахи. Ну, это все не бог весть какие принцы. Ваше Величество, в подобных случаях недовольные всегда используют две главные опоры – армию и церковь. Весьма разумно. Говорите дальше. Дело в том, что вот уже более 2 месяцев за счет казны я содержу 2 достаточно ловких и смелых людей. Правда, они отличаются непомерной алчностью. Но именно благодаря этим людям я узнал о первом сборище заговорщиков, Ваше Величество. Господин де Крион, какова же цель этого заговора? Ваше Величество, речь идет не больше, не меньше, как о второй ночи святого Варфоломея. Против кого? Против гугенотов. Господин де Крион, а примерно в какую сумму вам это обошлось? А действительно, в какую? 75 тысяч ливров одному государю и 100 тысяч другому. Генрих, хочешь, я всего лишь за 1000 ЭКЮ расскажу тебе тайну, которую узнал господин де Крион. Говори. Это лига. Просто-напросто лига. Она существует уже 10 лет. Господин де Крион узнал тайну, которая известна любому парижскому пьянчушке. Государь, мой лазутчик присутствовал на одном собрании заговорщиков. Оно происходило в таком месте, которое вряд ли известно господину Шико. Где же? В аббатстве Святой Женевьевы, Ваше Величество. Как вы сказали? В аббатстве Святой Женевьевы? Этого не может быть. Однако это так. Что же они решили на этом собрании, господин де Крион? Они решили, что члены Лиги изберут себе вождей, а каждый записавшийся в списке Лиги добудет себе оружие, государь. И это все? Господин де Крион? Это действительно все? Нет, это не все. Я тоже думаю, что это еще не все. Говорите. Государь. Ну же, Крион. Есть вожди. Кто эти вожди? Их имена? Я слушаю. Ну, во-первых, один проповедник. Фанатик, бесноватый изувер. Его имя Гаранфло. Монах из монастыря Святой Женевьевы. Гаранфло. Кто еще? Дальше. Дальше. Но это все, государь. Говорите, говорите, Крион. Здесь только мои друзья. Ваше Величество, тайны не объявляют во всеуслышание. Простите меня, я государственный человек. А мы здесь все люди государственные. Подойдите ко мне, Крион. Государь, мне известно имя главы заговорщиков. Ваше Величество, герцог де Гис в Лувре. Вот как. Герцог де Гис пожаловал в Лувр. Да, государь. Это он председательствовал на собрании заговорщиков. А другие? Другие?
Другие мне неизвестны, Ваше Величество. Пусть войдет. Введите нашего кузена Дегиза. Я рад вас видеть, дорогой кузен. Вы прекрасно выглядите. Неужели только сегодня вы прибыли с осады Ля Шарите? Да, только сегодня, государь. Ей-богу, ваше посещение для нас большая честь. Большая честь. Большая честь. Государь, ваше величество, изволит шутить. Разве может вассал оказать честь сузерену? Я хочу только сказать, господин Дегиз, что всякий добрый католик, вернувшись из похода, сначала посещает Бога в какой-нибудь церкви, а уже потом короля. Ваши слова достойны вашей мудрости, государь. Поэтому-то мы и прибыли сюда с полным доверием к вашему величеству. Полюбуйся на доверие твоего кузена, Генрих. По-моему, у вас есть какое-то предложение ко мне, кузен. Тогда выскажитесь откровенно или, как вы говорите, с полным доверием. Что вы имеете нам предложить? Одну из самых прекрасных идей, которая могла бы еще взволновать христианский мир с тех пор, как крестовые походы сделались невозможными. Говорите, мы слушаем. Я имею честь сообщить вашему величеству о прожитке союза между верными католиками. Что-что? Смерть Христова. Речь опять идет о лиге? Клянусь святым чревом, это лига, созданная в день святого Варфоломея. Неужели ты смог забыть, сын мой, столь победительную идею? Ваше величество, государь, мы действительно назвали свое сообщество Святой Лигой. И эта лига ставит себе главной целью защитить трон от наших заклятых врагов, гугенотов. Хорошо сказано. Мне нравится. Чего вы добиваетесь? Сударь, к делу, к делу. Государь, я хочу сказать, что в наше время короли призваны вести две войны. Войну духовную и войну политическую. Войну с идеями и войну с людьми. Ах, как великолепно изложено. Замолчи, дурак! Люди – существа осязаемые, смертные. С ними можно бороться. Но идеи, государь, это искры, упавшие в солому. И только зоркие глаза сумеют заметить пожар среди бела дня. Вот почему нам нужны миллионы дозорных. А для того, чтобы руководить этими дозорными, я предлагаю вашему величеству назначить главного дозорного, то есть главу Святого Союза. Вы закончили, мой кузен? Да, государь. И как его величество могло видеть, говорил со всей откровенностью. Ну, а вы? Что вы на это скажете, господа члены Королевского совета? Что ты делаешь, Шико? Я ложусь спать, государь, а завтра на свежую голову я отвечу моему кузену Дегизу. Итак, государь, а вы что думаете? Я думаю, что вы, как всегда, правы, кузен. Соберите ваших главных легистов,
придите сюда вместе с ними, и я назначу человека, в котором нуждается вера. Когда, государь? Завтра. Все свободны. А вас, братец, я попрошу остаться. Я хочу поговорить с вами. Вы знаете, братец, я самый счастливый король на земле. Государь, счастье, Ваше Величество, если вы действительно почитаете себя счастливым, не более чем вознаграждение, ниспосланное вам небом за ваши заслуги. Да. Я очень счастлив. Потому что если великие идеи не осеняют мою голову, они осеняют головы тех, кто меня окружает. Мысль, которую только что изложил перед нами мой кузен де Гиз, это великая идея. Я рад, Ваше Величество, что вы это понимаете. Да. Да. Мы сплотим вокруг трона всех добрых католиков. Признаюсь, я хотел бы вознаградить автора столь мудрого прожекта. Кстати, Франсуа, действительно ли герцог де Гиз отец этого гениального плана? Но если честно, брат. Конечно, честно. То не один де Гиз. Но кому же еще я должен быть признательным за эту идею? Мне. Вам? Как? В то время, когда весь мир ополчился против меня, подобные идеи приходят в голову вам, Франсуа, человеку, в котором я не всегда видел друга. Ах, Франсуа, как я виноват, как я виноват. Подумайте, какая победительная идея. Это ваша идея, Франсуа, разом дает мне армию, деньги, друзей и покой. И чтобы этот покой продлился долго, нужно только одно. Что именно? Наш кузен сказал, что великое движение должно иметь своего вождя. Да, несомненно. Для руководства этим движением нужен выдающийся человек. Да, государь. Великий полководец, тонкий политик. Полагаю, вы согласитесь, Франсуа, что герцог де Гиз во всех отношениях подходит на этот пост? Государь, герцог де Гиз и так уже слишком силен. Если бы Гизы были наследными принцами, то в их интересах было бы возвеличивание династии французских королей. Но они лотарингские принцы. Их дом всегда соперничал с нашим. Франсуа, вы коснулись открытой раны. Я не думал, что вы такой тонкий политик. Ну да. Возвышение лотаринского дома – вот причина, по которой я худею и покрываюсь сединами. Я слабый и одинокий.
я ничего не могу подделать против них. Франсуа, без борьбы ведь они не отступят. А любая борьба меня утомляет. Посему я назначу его главой лиги. Вы совершите ошибку, брат. Ах, Франсуа, ну кого же мне назначить на этот пост, на этот опаснейший пост? Назначьте человека, который благодаря вашему могуществу мог бы не бояться 3 соединенных лотарингцев. Но кто? Кто отвечал бы таким условиям, мой добрый брат? Посмотрите вокруг. Ну что вокруг, Франсуа? Я вижу только вас, мой брат, и Шико. Вы оба мои подлинные друзья. Не так ли? Ого. Неужели он и меня собирается одурачить? Вы все еще не понимаете, братец? Вот как. Нет, нет, вы никогда на это не согласитесь. Задача слишком тяжела. Вы подумайте, возиться с тупыми буржуа, обучать их военному искусству. А в случае, если начнутся междоусобицы, и улицы обогрятся кровью, брать на себя роль мясника вам, самому большому вельможе нашего королевства. Государь, может быть, я не стал бы этим заниматься ради самого себя, но ради вас я сделаю все. Добрый брат, превосходный брат. Итак, Генрих, вы не возражаете, если я займусь этим делом? Мне возражать? Клянусь рогами дьявола, я не только не возражаю, наоборот, меня просто пленяет ваше предложение. Все, что вы мне сказали, превосходно. Воистину, меня окружают только великие умы. Меня, величайшего осла в своем королевстве. О, Ваше Величество изволит шутить? Я? Побойтесь Бога. Положение слишком серьезное. Но наш кузен де Гиз, вероятно, уже вбил себе в голову, что он должен руководить лигой. Он тоже захочет командовать. Так что берегитесь, Франсуа. Этот человек не захочет оставаться в дураках. Если на пути к моему назначению, государь, вы не видите других препятствий, я беру на себя лично уладить все с герцогом. И когда же? Сегодня. Неужели вы поедете к нему? Не слишком ли большая честь? Нет, государь, я не поеду к нему. Он ожидает меня. Где? Здесь у меня, в Лувре. Но я слышал крики. Его приветствовали, когда он выезжал из Лувра. Да, выехав через главные ворота, он вернется через потайную дверь. Король имеет право на первый визит герцога де Гиза. Я имею право на второй. Ах, дорогой мой брат, я благодарен вам. Идите и договаривайтесь. Что вы делаете? Придите в мои объятия. Я прижму вас к сердцу. Там ваше настоящее место. Ступайте, брат. Ах, Генрих, Генрих, как трогательны эти картины семейного согласия. Шут! И не стыдно? А еще король.
Ну как, монсеньор? Все хорошо. Вы были очень бледны, монсеньор. Это бросалось в глаза? Мне бросилось. А король ничего не заметил? Ничего. По крайней мере, мне так показалось. Король задержал вас, монсеньор? Вы разговаривали о моем предложении? Да, сударь, да. И что же сказал король, монсеньор? Сама идея королю понравилась. Но ему кажется опасным ставить во главе всего дела такого человека, как вы. Боюсь, что Лигу могут распустить. Дьявол! Это значит умереть, не родившись. Иными словами, кончить не начав. Как ты посмел пойти за мной, негодяй? Не мешайте мне слушать, сын мой. А может, все не так уж страшно? Может быть, король просто хочет отстранить меня от Лиги? Да мне тоже так кажется. Вы понимаете, что все зависит от назначения главного вождя. Если вместо того, чтобы устранить вас и разогнать Лигу, король изберет человека, понимающего значение всего дела... И кто же этот человек? Вот как. Смотри, Генрих, сейчас оба дога подерутся из-за кости. Вы тонкий политик, монсеньор, если вам это удалось. Да, мне это удалось. И как быстро. Да, однако, любезный герцог, еще ничего не решено. Я не пожелал дать окончательного ответа, пока не увижу вас. Почему, монсеньор? Да потому что я не знаю, куда это все приведет. Зато я знаю. Тут пахнет заговором. Я вам скажу, монсеньор, не о том, куда это нас приведет, а зачем нам это нужно. Лига – это вторая армия. Если первая в моих руках, а мой брат держит в руках церковь, то пока мы трое едины, ничто не может устоять перед нами. Да, но не забывайте, что я наследник короны. Да, монсеньор. А вы не забывайте о ваших врагах. Особенно о Генрихе Наварском. О, этот меня совсем не беспокоит. Он занят только любовными похождениями. Сударь, да он первый будет претендовать даже на завязки вашего кошелька. Он, как отощавший кот, подстерегает свою добычу. Наварский следит за вами и за вашим братом. И когда случится несчастье... Случится несчастье с тем, кто сидит на троне. Да, монсеньор. Несчастные случаи не так уж редки в вашем семействе. Впрочем, вы это знаете не хуже
а может быть даже лучше меня. Ты слышишь, Генрих? Слышишь? Да, вы правы. Короли нашей династии рождаются под роковой звездой. Однако, мой брат Генрих III, в благодарение Господу, крепок телом. В былые времена он перенес тяготы войны. Тем более следует полагать, что он выстоит и теперь, когда его жизнь – сплошные развлечения. Все-таки, монсеньор, не забывайте об одном. Развлечения, которым любят предаваться короли Франции, всегда хранят в себе опасность. Вспомните вашего отца, Генриха II. Ему удалось избежать опасности войны, а смерть подстерегла его как раз во время одного из развлечений, о которых мы с вами говорим. Во время турнира копье Монтгомери попало ему прямо в глаз. Случайность? Да. Но Генрих II умер. Но особую опасность для королей представляют книги. Например, книги об охоте. Их страницы так склеиваются друг с другом, что, перелистывая их, приходится часто подносить пальцы к рту. Герцог, прошу вас, вам нравится измышлять преступления? Преступления? О чем вы говорите? Я говорю лишь о роковых случайностях, которые подстерегают каждого короля. Вот вы, например, воплощаете собой роковую случайность короля Генриха III. Особенно, если вы являетесь главой Лиги. Потому что быть главой Лиги – то же самое, что быть королем короля. Смотри, Генрих, смотри хорошенько. Вот твои роковые случайности. Их у тебя две, и они не теряют времени даром. И ты все знал. И молчал. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И еще одно. Сделавшись главой Лиги, вы уничтожите роковую случайность своего собственного царствования, то есть Наварского. Итак? Итак, я приму предложение короля. Ведь вы мне советуете его принять, не так ли? Ну еще бы. Я умоляю вас принять его, монсеньор. Ну что ж, хорошо, мы договорились. Кстати, сегодня вечером все остается в силе? Да, можете не волноваться, монсеньор. С утра мои люди уже заняты делом. Вечерний Париж будет являть собой любопытное зрелище. Будьте спокойны, ваше высочество. Я думаю, парижане вас поддержат. Записывайтесь в нашу святую лигу. Те, кто запишутся, будут нашими друзьями, а те, кто не запишутся, будут нашими врагами. И повторится ночь святого Варфоломея на костер еретиков, на костер Наварского. Да здравствует Месса! Заходите, братья! Смелее! Смелее! Заходите в нашу гостиницу! Путеводная звезда! Заходите, заходите! И записывайтесь в лигу!
хочу записаться в Лигу. Пожалуйста. И в вашу книгу, если позволите. Хорошо. Сударь, у вас превосходный почерк. Я тоже так думаю. Скажите, а третьей книги у вас нет? Третий? Третий нет. Ну что, сын мой, ты все-таки пришел. Какой пыл. Каким теплом охвачена нынче наша религия. На улицах моего доброго города. Да. Особенно жарко теперь приходится еретикам. А тебе известно, что тебя принимают за еретика? А что это за крики? Эти крики, они доказывают, что каждый хорош на своем месте. Герцог Дегис на улице, а вы, мой друг, в Лувр. Идите в Лувр. Я вас провожу, хотите? А ты пойдешь с нами? Нет, мне очень любопытно досмотреть этот спектакль до конца. Ну вот и оставайся. Давайте я вас провожу все-таки.